Тема занятия 18. Перспектива. Прежде чем мы будем говорить о перспективе, давайте сначала немножко вспомним, что такое перспектива есть и что из себя представляет сам аппарат перспективы. Здесь на рисуночке с левой стороны у меня показан аппарат перспективы. И давайте немножко тут вспомним, что есть здесь что. Значит, у нас здесь показана внизу горизонтальная плоскость проекции. Перпендикулярно этой плоскости проекции располагается плоскость, которая называется картинная плоскость. Вот эта картинная плоскость, К обозначена. Дальше, линия пересечения картинной плоскости с плоскостью проекции, это есть основание картины. Основание картины. Дальше, вот здесь расположена точка зрения, откуда мы смотрим. Откуда мы смотрим, и вот этот луч, это есть главный луч. Главный луч. Линия HH, это есть линия горизонта. Если мы посмотрим вот внизу эту точку, где стояние, это получим точку зрения, спроецируем на плоскость проекции P, то получим точку, которая называется точка стояния. Точка стояния. Дальше вот здесь показано АБ, это показано у нас что? Тот объект, который мы хотим построить на картинной плоскости. И вот здесь АК, БК, это есть этот объект, который построен на картинной плоскости. Смысл построения перспективы заключается в том, чтобы все объекты, которые далеко, близко, изобразить на картинной плоскости и именно изобразить их так, как мы видим человеческим глазом. Обычно, когда мы смотрим, то мы видим, что те объекты, которые ближе, они будут нам казаться больше. Такие же объекты, но стоящие дальше, они будут нам казаться, соответственно, меньше по размеру. И вот так мы должны изобразить на картинной плоскости. Как это практически делается? Давайте это сделаем на примере вот этого стилизованного здания. Первое, что мы должны сделать, это расположить сначала две проекции. Вот эти две проекции расположены. И на этих проекциях необходимо обозначить сразу точками характерные такие углы, ребра здания. В данном случае это будет у нас здесь, видите, точки 1, 2, 3, 4 для этого здания. Дальше для второго это будет вот эти 9, 10, 11, 12 и для третьего 5, 6, 7, 8. Натуральная величина ребер, она будет где у нас? Вот здесь находиться, здесь. Здесь на фронтальной плоскости проекции мы можем измерять натуральную величину вот этих ребер, про которые мы с вами говорим. Также здесь показано расположение линии горизонта. Линия горизонта может быть выше, чем самое высокое здание здесь, а также она может быть и ниже, она может проходить ниже. Принципиально это ничего не меняет. Следующее, что необходимо сделать, это построить картинную плоскость. Картинную плоскость строят так, проводят через ближайший угол здания и располагают ее так, чтобы вот угол наклона был по сравнению с горизонтальной линией, проведенной через точку стояния, это вот точка стояния, был в пределах 25-40 градусов. 40 градусов. Это вот этот угол. Дальше, если из точки стояния мы проведем дальше лучи на самое такое крайнее правое ребро, на самое крайнее левое ребро, то вот этот угол, называемый углом зрения, должен быть в пределах 28-38 градусов. Так как приблизительно это и изображено у меня. Все готово к тому, чтобы мы могли это все изображать на картинной плоскости. Строят картинную плоскость.
Вот эта картинная плоскость у меня изображена ниже. И верхняя линия это есть линия горизонта. А нижняя линия соответствует плоскости проекций, на которой располагается само здание. Длина картинной плоскости, вот эта длина, это есть расстояние между двумя вот этими точками по картинной плоскости. То есть я вот это измерил и здесь отложил. Эти точки называют их фокусами и обозначают обычно их буквой F. Это буква F. Значит, мы их так тоже и обозначим. Вот это будет точка у нас F. Левая точка будет здесь F у нас 2. И правая точка будет у нас F1. Можно, в принципе, это обозначать любыми буквами. Дальше, следующее, что нам необходимо сделать. Далее проводим луч из точки зрения и проводим на то ребро, которое у нас стоит на картинной плоскости. Провели. Здесь у нас точка 1 на картинной плоскости, она будет располагаться где? Вот здесь же совпадать с точкой 1. С точкой 1. Ну, можем обозначить. И будем обозначать их так. Это точка, вот это будет точка 1, 1 и с индексом, там, допустим, назовем его К, да, будет. Эта точка будет 1 лежать на картинной плоскости. Теперь эту точку необходимо построить вот здесь, да, в этом месте, на плоскости проекции. Значит, для того, чтобы построить, то мы должны измерить расстояние. И измерить расстояние от этой точки до фокуса. Ну, у меня это получается 58 миллиметров. 58 миллиметров. Значит, я с правой стороны отмеряю 58 миллиметров. 58 миллиметров. Вот в этой точке надо дальше нам провести перпендикуляр. Перпендикуляр по высоте равный ребру нашего здания. А какой же он должен быть высоты? Вот этой высоты. Поэтому мы здесь его и измеряем. Это у нас получается 25 миллиметров. И вот этот перпендикуляр мы здесь 25 миллиметров и проводим. 25. Ну, очевидно, мы его вначале сделали за высокий. Вот он такой и получился. Теперь давайте подумаем, как мы будем видеть линии, вот эти, которые составляют грань, которая находится справа. Все эти линии будут сходиться, как нам кажется, они будут сходиться вот здесь в фокусе. Здесь и здесь. Вот все линии будут попадать там. Значит, одно ребро мы видим. Ну, давайте мы будем его выделять, то, что мы уже построили, такой толстой линией. Дальше. А где же находится вот это, второе ребро? Второе ребро, мы на него провели луч из точки стояния. И это ребро, нам кажется, что на картинной плоскости, оно у нас находится вот в этом месте. Значит, эта точка 2, обозначим ее К. 2К. И дальше эту точку надо построить здесь. Для того, чтобы ее построить, то надо, соответственно, что сделать? Измерить расстояние от фокуса до этой точки. Это у меня получилось 44 миллиметра. Значит, я отмеряю вот отсюда 44 миллиметра. И в этой получившейся точке восстанавливаю перпендикуляр. Перпендикуляр под углом 90 градусов. Восстановил. И теперь давайте подумаем, где будет здесь ребро 2. Это ребро 2 будет находиться между лучами, которые сходятся в фокусе 1. Ну, поэтому я что сделаю? Проведу здесь отрезочек этот, вот здесь.
И вот это построение не нужно. Теперь давайте подумаем, а где верхние вот эти ребра от 1 до 2 и такое же внизу будут находиться? Ну, они будут находиться, вот мы их уже построили. Построили здесь, это ребро, раз, и второе ребро внизу, это 2. Вот смотрите, вся грань, вот правая нижнего самого здания, вот у нас построена. А передняя часть здания, все линии горизонтальные будут сходиться, они будут сходиться в фокусе F2, то есть вот эта линия будет идти в фокус 2, дальше вот эта линия будет идти в фокус тоже, вот эта линия будет идти в фокус, вот так. Ну и теперь по такому же принципу мы можем построить все остальное. А для этого из точки, там где мы смотрим, проводим луч в точку 4. И мы находим, получаем точку, вот эта точка будет у нас называться 4 с индексом К. Вот, подвинем поближе. Вот она, 4К. Теперь очевидно, как ее построить. Для этого надо что? Измерить расстояние точки. Ну, можно мерить от края, а можно от точки 1 померить, как угодно. Значит, точка 1 у нас здесь. Померим от точки 1 до точки 4. Это 34 миллиметра. Дальше откладываем 34 миллиметра по горизонтали, и в том месте, где у нас получилось 3-4 миллиметра, восстанавливаем перпендикуляр. Теперь очевидно, что, смотрите, где будет этот отрезочек, который будет представлять собой ребро 4. Вот он будет лежать между этими линиями, сходящимися в фокусе. Ну, сразу я здесь еще выделю. Очевидно, что вот эта линия верхняя, да, будет идти туда. И мы уже будем иметь все 4 линии. Теперь их изобразим, как они выглядят. Значит, линия должна идти здесь, сюда, сюда и сюда, а также идти вот от этой точки до этой. Ну, давайте поправим, чтобы было тут красиво. Вот так оно должно быть точно, и вот так. Все, построили. И вот смотрите, мы перспективу первого вот этого здания построили, да, построили. Она у нас готова. Теперь остальные мы строим точно так же. Но здесь есть небольшая проблема. Дело в том, что, видите, у этого здания, вот, например, мы это построим, у него нет ребра, которое стоит на плоскости картины. А теперь что мы можем сделать? Давайте мы это ребро, как говорят, вынесем. То есть мы его перенесем. И перенесем мы его вот сюда, на картинную плоскость. То есть, если бы оно стояло на картинной плоскости, то оно стояло бы здесь. Значит, проведем сюда вот так луч и изобразим вот это ребро. Для этого что мы должны померить? Расстояние, ну, от фокуса удобнее сюда, да? Это у нас получается 16 миллиметров. Теперь отсюда мы изобразим, отодвинемся на 16 миллиметров. И в этом месте изобразим перпендикуляр. Теперь давайте подумаем. Если бы оно стояло здесь, то оно бы имело высоту какую? Вот такую. Это была бы высота 50 миллиметров. Поэтому мы в этом месте изображаем вот это ребро высотой 50 миллиметров. Вот оно получилось. Ну, оно получилось даже выше того отрезка, что мы делали. И теперь подумаем. И если бы оно было бы здесь,
то все линии, которые соответствуют вот этой грани, да, они бы сходились вот сюда, фокус F1, то есть они бы шли вот таким вот образом. Дальше, те линии, которые шли вот тут 10,9, они бы сходились куда? Вот сюда. Ну, в принципе, это можно пока не делать, да. Теперь давайте подумаем. А мы видим, что ребро 9 на самом деле находится где? Проведем линию. И вот смотрите, вот эта точка. Давайте ее подпишем, чтобы мы ее видели. Это точка 9 с индексом К. Так, ну это у нас сейчас проверим. Да, это вот это, да, вот эта вот точка. Вот она. Точка с индексом 9К. Значит, ну найдем, где же эта точка имеется у нас. Для этого что мы сделаем? Померим расстояние. Ну, можно что? От этого ребра до точки 45 миллиметров. Значит, это ребро вот оно. И отмеряем 45 миллиметров. И проводим перпендикуляр вверх. Провели. Так, где наше теперь это ребро находится? Мы можем его изобразить. Вот это ребро 9 должно находиться вот здесь. Да, отсюда и до сюда. Вот таким вот образом. Построили. Ну, а теперь осталось что? Найти положение точки вот этой 12. Ну, можем мы тут то же самое сделать, как-то пойти другим путем. Но я предлагаю вот таким путем. Видите, они находятся где? На одном уровне. Точка 3 и точка 11. Поэтому я вот здесь внутри проведу отрезок, луч, так. И где у нас должно это ребро находиться? Ну, я думаю, вы догадались, что это ребро должно находиться вот здесь. И высота его должна быть вот такая, да? Вот так. Теперь мы можем вот здесь провести, ну, вот так, да? Дальше здесь провести тоже можем. И дальше можем построить ребро 10. Для 10, чтобы построить, то надо просто-напросто провести луч, он у нас проведен, и померить расстояние от точки 9К до луча, это будет 5 миллиметров. Значит, вот это 9К здесь, 5 миллиметров сюда провести в сторону. Ну, проведем его тонким, 5 миллиметров. И восстановим перпендикуляр. Вот так. Так, восстановили. И где это должно находиться? Вот между у нас чем и чем. Ну, нечем пока, да, сказать. Значит, мы тогда проведем отсюда линию раз. И проведем от этого угла линию туда 2. А вот это ребро должно находиться где? Вот оно здесь. Это внизу часть. И вверх она должна идти вот до этой точки. И потом возвращаться сюда. Ну, дальше мы можем провести сразу и то, что у нас есть вверху. Отсюда мы проведем один луч сюда. И из вот этой точки сюда. Теперь нарисуем то, что у нас будет вверху. Вверху будет у нас отсюда, идти сюда и сюда. Вот смотрите, мы второе здание уже изобразили. Ну, вот это нам уже сейчас оно не нужно. Не нужно. Это мы строили для построения первоначально, для выноса, как говорят, ребра на картинную плоскость. Мы его вынесли, и это сослужило свое дело. Да? Все, это нам больше не нужно. Теперь давайте подумаем. Тут вот эту часть мы что не видим, да? Не видим, поэтому поднимем ее вверх. Так, теперь осталась последняя часть, последнее здание.
И посмотрите, это последнее здание у нас, оно ну, дальше находится, да, дальше, ну, то есть оно так не связано, да, со всеми зданиями. Что придется сделать? Ну, тоже давайте вынесем ребро. Вынесем вот это ребро, которое у нас называется 8. Вынесем его на картинную плоскость. Вот сюда. И дальше проведем луч. Значит, в этой точке это ребро у нас будет сколько? Ну, давайте измерим. Это будет вот эта высота. Это у нас получается 65 миллиметров. Так, положение этой точки померим, где у нас будет, ну, от угла померим, чтобы было точно. Так, это 78 миллиметров. Значит, отмеряем отсюда сюда 78 миллиметров и восстанавливаем перпендикуляр 90 градусов. Теперь посмотрите, высота была бы здесь его такая, да, это мы мерили, это 65 миллиметров, да, 65 миллиметров. И поэтому здесь этот перпендикуляр у нас должен быть 65 миллиметров. Ну, у нас он немножко лишний, то лишнее мы уберем. Вот оно, 65. И тогда у нас бы вся вот эта грань, она бы сходилась где? Вот здесь, в этой точке. В этой точке. И само ребро 8, как оно на самом деле находится? То же самое, проведем луч. И измерим это расстояние от начала до луча. Это 62 миллиметра. Теперь я отмеряю здесь, сюда 62 миллиметра и восстанавливаю перпендикуляр. И вот давайте смотреть, где же получается наше ребро. Значит, это ребро у нас должно быть между вот этим и этим, да? Поэтому давайте мы его сразу и отметим. Значит, оно должно тут быть отсюда и идти до сюда. Ну, невидимые части мы чуть позже удалим, да? Невидимые части удалим. Так, все, построили. Теперь у нас есть еще, надо построить ребро 7. 7. Ребро 7 будет у нас находиться где? Отсюда мы направляем на 7 и измеряем это расстояние. Это 48 миллиметров. Теперь очерчиваем 48 миллиметров. 48 и строим перпендикуляр вверх. И теперь видно, что наше ребро будет идти. Вот оно идет отсюда и должно заканчиваться вот здесь. Ну, также мы получили вот эту линию, да? Вот эту линию. Поправим ее. Вот так получили. И мы можем построить линию, которая пойдет вот туда. F2. Раз. И проведем еще одну вот отсюда. В F2. 2. Так, ну, теперь давайте подумаем, что еще нам не хватает. Нам не хватает еще ребра 5. Да, ребра 5 построить. Мы знаем, что вот это ребро 5, оно будет идти вот так, да? Вот так. Но до какого места мы это сказать не можем. Поэтому мы что делаем? Проводим луч на ребро 5. Измеряем вот это расстояние. 71 миллиметр. Дальше отсюда отмеряем 71 миллиметр и проводим перпендикуляр. Теперь осталось внимательно изобразить это ребро.
Ну, очевидно, что она будет идти отсюда и вот до этой линии, да? Потом сюда. Ну, также видно, что мы можем провести линию, вот смотрите, отсюда и фокус. Да, вот эта линия будет. Но она здесь, так видите, ну, почти совпадает, но тем не менее тут видно, да, крыша. Вот до сюда и до сюда, да, вот так совпадает. Так, мы это изобразили. Теперь осталось нам найти то место, ведь это здание у нас, видите, оно, ну, как бы пересекается с нижестоящим зданием. Где же оно будет пересекаться? Ну вот давайте подумаем, да, как это можно сделать, исходя из того, что у нас уже имеется. Эти линии лишние, я их уберу, да, вот эти линии. Вот смотрите, вот наше здание, вот эта линия проходит, оно лежит на плоскости, получается какой? P, на плоскости P, на горизонтальной плоскости, верно? Дальше, значит, что нам надо найти? Ну, нам надо найти, ну, вообще-то мы тут искали, давайте я верну назад, может быть, это и зарано, да, я сделал. Значит, мы вот эту высоту знаем, и мы вот здесь, помните, выносили вот эту линию, это ребро 8, да, мы его выносили, это ребро, и оно у нас было вот тут. Сейчас еще одну верну, вот оно. Это ребро 8, которое мы выносили. Но на ребре 8 у нас что? Вот это ребро. И тут вот эта часть, которая верхняя, да, то мы можем это здесь точно так же измерить прямо здесь и отнести потом. 40, да? То вот здесь мы на этом ребре, мы бы видели, сейчас я пока обозначу там, например, основной линии, это вот этот кусочек, да, 40 миллиметров вниз. Вот. И отсюда бы линии шли у нас из этого места. Мы это ребро вот тут изображали, да? Она бы шла линия так. То есть, вот смотрите, точка, до которой идет это ребро на крыше, это будет вот эта точка. Вот она. То есть мы это изобразили. Ну, соответственно, мы можем изобразить и второй кусочек линии. Это вот этот, да, вот этот. Ну, здесь у нас будет видно наше ребро вот до сих пор, да, до сих пор. Ну, и осталось нам построить еще что? Кусочек, который идет вот сюда. Это будет у нас вот этот кусочек. Вот этот кусочек. Вот она. Ну а теперь мы можем вот эти линии построения, лишнее, что мы строили, удалить. Эту поднять вверх. Эту поднять вверх. Ну а здесь нам надо сделать что? Здесь мы вот так сделаем. Вот эту сюда, эту вообще и эту еще раз здесь. А потом, вот эту удалим. Вот что у нас останется. В принципе, все, что необходимо, мы с вами сделали и перспективу построили. Вот так перспектива строится и получается. Теперь давайте посмотрим и оценим, что тут хорошо и что тут плохо. Вы видите, наверное, что если бы у нас здесь угол 27 градусов, 28 получается градусов, был бы больше, то картинка был бы больше угол, то линия отошла бы круче, да, круче.
и мы могли бы здесь сделать угол больше, то вообще здесь расстояние между фокусами было бы больше. Ну, то есть здесь она бы не такая остроугольная была бы перспектива, да, а немножко более растянута. То есть если мы хотим иметь такую картинку, то надо иметь в виду, что вот именно надо эти расстояния сделать больше и углы другие применять. Но в принципе требуемые углы это альфа 25-40. И фи это 28-38 градусов. Такие углы считаются оптимальными. Так, теперь следующий этап, что нам необходимо сделать, это нам надо изобразить тени в перспективе. Тени в перспективе. Для того, чтобы мы это могли изобразить, нам первоначально надо изобразить положение лучей. И лучи обычно принимают положение лучей. Я построю это синеньким, чтобы отличалось. Положение лучей принимают такое, чтобы здесь угол был вот 35 градусов. Вот такой луч. Так. Ну, то есть вот так, чтобы шел. Вот так. И второй луч горизонтально, чтобы располагался. Горизонтально. Вот так. Ну, не хочет горизонтально. Вот так, да? И сюда шел. Вот таким вот образом. Вот это положение лучей. Ну, а теперь давайте подумаем, какие здесь тени будут и как они будут попадать. Здесь тени тоже будут те, которые падают на землю, потом будут те тени, которые падают там на крыши зданий, на соседние здания вообще, и будут тени собственные, когда какие-то части у нас будут в тени. Но здесь очевидно сразу то, что будет у нас в тени. Давайте мы это дело и покрасим, да, то, что будет в тени. Значит, какие части? Вот эта стенка, да, будет здание, сама полностью покрашена. Это будет в тени. Дальше, вот у этого здания, это будет вот эта часть в тени. И у этого здания это будет вот это. Так, есть. Дальше, для того, чтобы построить тени, падающие на землю, то мы должны что? Вот так, под таким углом, через выступающие части, провести здесь лучи. Вот видите, здесь это угол, чтобы был у нас 45 градусов. Вот сюда. Вот так. Здесь провели. И такой же луч надо провести вот здесь. Под углом 45 градусов. Вот так. Провели. Но надо иметь в виду, что границы теней должны сходиться где? Вот здесь. Да. То есть тенью у нас окажется вот эта часть. То есть я подвину, да, чтобы было понятно. Вот это останется. Вот этот кусочек. Дальше. Тень от этого здания. Вот ее граница правая должна попадать туда. То есть сразу мы это закрасим, чтобы было ясно. Тенью, падающей на землю от первого здания, будет у нас вот это, что мы изобразили. Есть. Дальше. Тень будет падать у нас на крышу. Мы тут должны провести горизонтальный кусочек. А дальше тень будет падать на землю. Тоже горизонтально провести кусочек. Так, подвинем, чтобы было горизонтально. Закрасим эти два кусочка. Ну, это значит здесь и здесь. А также здесь. Да, закрасили. Потом тень будет падать у нас от этого здания сюда, на крышу. Для этого мы должны провести вот здесь под углом 45 градусов. Ну, вот 45, да, провели. И дальше отсюда линию должны провести мы вот сюда. Фокус.
И граница тени это будет вот все, что здесь на крыше. А дальше здесь на здание проведем вертикально вверх. И вот этот кусочек будет у нас в тени. Да, в тени. Поэтому изображаем вот этот кусочек, этот и этот. А теперь давайте подумаем, все ли здесь будет в тени, да? Наверное, не все, мы поторопились. А что тут еще будет? Мы должны провести вот отсюда, вот с этого места, да, еще горизонтальную линию, да, вот так. Поэтому, если бы это здание было бы шире, да, то все это было бы в тени. А так только лишь вот этот кусочек. И давайте его мы теперь уже окончательно покрасим. Здесь, 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 здесь и здесь. Все, покрасили. И осталось у нас еще одно здание, вот это, большое. Вот это здание тоже на землю тень будет давать, но она очевидно, что будет там справа, да, и не видна будет. Теперь покрасим, получим тень вот от этого здания. Значит, под углом мы должны провести 45 градусов из этой точки. Дальше под углом 45 градусов из этой точки. Так, и смотрите, дальше, вот там, вот у нас здесь мы кусочек этот убрали, да, он нам сейчас понадобится. Вот отсюда мы должны провести что? Горизонтальную линию, да, горизонтальную линию. Так, и теперь отсюда тень должна сходиться туда, и из этого места сходиться сюда. Теперь осталось только покрасить грамотно. Теперь давайте думать. Вот этот кусочек, этот. Дальше этот и вот эти маленькие здесь. Вот этот тоже и этот тоже. Так, покрасили. Ну, теперь, чтобы было это красиво, мы вот эти лишние до границы уберем. Наше построение. Вот так. И вот так. И вот получился у нас окончательный результат нашей работы. То есть то, что мы с вами должны сделать в результате вот именно работы по перспективе и теням в перспективе.